Всем привет! Сегодня мы посетим заброшенный университет в литовском городе Клайпеда. Приятного просмотра! В общем, я продолжаю странствовать по Литве. И сегодня я нашел вот такую заброшенную школу. Вижу уже потенциальный залаз. Правда, высоковато. А вот тут, похоже, вообще окно открыто. Вот я и внутри. И попал я сразу в такой большой спортивный зал. Эх, чем-то напоминает мне наш школьный спортзал в моей школе, где я учился. Табло висит. Вау. А здесь были самые лучшие места. Школа была довольно современная, но, судя по вот этому обвалившемуся потолку, думаю, людей тут нет уже лет 5. А может, даже и больше. Душевые. И еще одна раздевалка. Нельзя курить. Вау. Бассейн в школе. Куну культурос. Кабинет учителя физкультуры. Вот что. На полу валяется много разных бумаг. Кто-то тут пришел и это все разбросал. Зачем же вы так? Что это такое, интересно, вообще? 2008 год. Литовский язык, к сожалению, я не понимаю. Многие этому удивляются в комментариях, но живу я в Латвии, знаю латышский. Литва совсем рядом с нами, но, несмотря на это, язык очень сильно отличается. Отдельные слова, конечно, похожи. Некоторые слова я уже выучил, но далеко не все. Так, это справка, я так понимаю, да, это справка освобождения от спорта. Итак, чем же интересна эта школа, помимо вот этого красивого спортзала? А эта школа уже из 2000-х. Проработала она как минимум до 2010-го. И можно посмотреть, как же была устроена школа в начале 2000-х и 2010-х годах. Видно уже то, что поснимали батареи мародеры. И, кстати, тут еще висят датчики движения. Мне местные товарищи сказали вроде как, что они не работают. Правда, если идти дальше, то глубже в здании есть и работающие датчики. Вот этот датчик уже моргает. Но мне кажется, что он выключен. Ладно.
Пока что лучше я поднимусь на второй этаж. Надеюсь, что охранники не приедут и сигналка не сработала, что она выключена здесь. Кабинеты, к сожалению, довольно пустые. Эх. Даже на русском вижу книжку. Крупская. Избранные произведения. Впервые, кстати, вижу такую писательницу. 88-й. Издана в Москве. Ух ты, сколько дисков. Самых разных. Возможно, с учебными пособиями, с учебными фильмами, фотографиями. Мужественность в городе невест. 2006. Да, это школа из 2000-х. Какой большой принтер. Ух ты! Снова куча книг. Хотя скорее даже не книг, а именно документации. 2015 выходит. Это заведение работало еще в 2015 году. 8 лет назад. Тут еще как-то странно, что в каждом помещении стоят датчики. Хотя этот датчик очень старый, но все же. Это, наверное, было помещение с особо ценной документацией. Что же это такое? Жаль, не понимаю я литовского языка, конечно. Вижу только то, что тут написано, что это университет. И да, нахожусь я в городе Клайпеда. Получается, это была даже не школа. 2016 год. Получается, это был университет. Самый настоящий. Это, похоже, чей-то реферат. Света нет. Реклама студенческого удостоверения. Снова документация. Это была информационная доска. Вау. Актовый зал. Не, ну архитектура в этом заведении мне очень нравится. Снова кабинеты. И снова книжки. Факс какой небольшой. А вот и учебные минералы. Такие я встречал и в наших латвийских школах. Здесь, конечно, это все разбросано, но это те же самые учебные пособия.
виды различных камней. Но учитывая, что это университет, здесь должны были учить географию на более высоком уровне, чем просто в школе. Географический журнал. Фотография льва, сделанная в 1943 году. Снова книжки. Каморка чья-то. Начальник кафедры. А смотрите, а тут даже 2018. Выходит, это все заброшено-то. Никаких не 13 лет. И не 8, как я сначала подумал. А всего лишь 5 лет. Остается первый этаж. Если честно, я чьи-то следы. Это не мои, если что. Так вот, если честно, я боюсь идти на первый этаж, потому что вроде тут сигнализация уже рабочая. А вот и главный холл. Вау. А вот это уже похоже на небольшую аудиторию университетскую. Ну все, пиши. 2 плюс 3 равно 5. Снова 2 принтера. Факс, похоже. Старые клавиатуры. Телефон. Техника из 2000-х, в общем. Так, а вот тут список кафедр, которые здесь располагались, я так понимаю. Здесь сидел сторож когда-то, а сейчас тут пульт. Пишет то, что как будто сработала сигнализация Trouble. Хотел уже уходить, чуть не пропустил что-то интересное. Кабинет какого-то начальника. — 2019. 4 года заброшено, получается, все это. Батарею вот кто-то снял, но не забрал. С этими датчиками тут непонятно. У кого-то была своя ванная и туалет. Может быть, у дежурного. А это его каморка. Склад уборщицы. В принципе, я все обошел, вам показал. Все самое интересное. Никакая охрана, слава богу, не приехала. Снова компьютеры. Причем видно, что кто-то их хорошенько разбирал. А это видно вообще
старичок. А тут пусто. Но запах очень приятный. Не знаю, как его передать. Запах, не знаю, свежего ремонта, что ли. Хотя я понимаю, что звучит это, ну, очень странно. В общем, ладно, посижу я сейчас в спортзале. Какого полчасика. Если охраны не будет, схожу еще поделаю фотографии.